Рады приветствовать всех на нашем канале Дима и Лиля. Это интересно. У нас сегодня прекрасная погода. Сегодня у нас 24 января, у нас снег. У нас потеплело. Сегодня -3, ну это по сравнению с прошлой неделей. И начинаем мы свое видео с левого берега, с нашего левобережного пляжа. Тут, конечно, не поймешь сейчас, где пляж, где песок, где море, потому что все белым-бело. Море замерзшее, по крайней мере, мы вот вам неделю назад показывали море на берегу, вот именно где пляж железнодорожников, где гавань. И там вода вообще не замерзшая практически была. Но вот за неделю наших морозов, посмотрите, какая красота. Я вижу, что здесь уже и машины катались, ну, как бы, это ненормальное, конечно, явление, на машине сюда заезжать, это пляжная зона. Но вот, по крайней мере, видно, что следы от машин, и не только здесь, не только на песке, бывшем песке, который сейчас замерзший, покрыт снегом, но и впереди, там, где была вода. И мы вместе с вами сейчас пройдем по этой воде. Но раз машины проезжали и не провалились, значит, мы что же не провалимся? Просто мы впереди видим айсберги, ну это так назовем, конечно, эти айсберги, горы льда. Мне очень интересно, здесь у нас в начале это такая очень-очень мелкая территория, а дальше шли такие, как они, островки, да, Дим, с песком, ну и уже больше такой вот выход в море. Вот под нами вот это вот все лед. Вот он, глянь, Дима, вот лед, замерзшая водичка. За моей спиной, ну да, с правой стороны от меня это шлаковая гора Азовстали. Погода вообще просто великолепная. Идет снежочек этот, и мороз не сильный, и дышать очень приятно. Смотри, глянь, ледышки. Кататься можно на коньках. Подходим мы уже ближе к этому островку из песка. Люди сюда приезжали и на санках, вот видно даже следы. Ну, нет, ну тут классно покататься. У кого есть коньки, кто может кататься на коньках, то тут вообще отлично. Лед прекрасный. И вот он уже этот песок, то есть островочек этот из песка. И впереди меня эти льды, эти айсберги. И довольно-таки прилично. Прям все такое белое-белое вокруг. Мы первопроходцы здесь. Здесь нога человека еще не ступала, кроме нашей. До льдов еще не доходили. Ой, ты посмотри, сколько льда, Дим. Так он таким цветом каким-то, да, видишь? Бирюзовый какой-то или голубой. Отдает так красиво. Прикольно. И впереди, посмотри, все замерзшее. Ну, туда дальше уже идет глубина, просто здесь отмель такая, вот островок, который мы прошли. Для понимания, где деревья, это берег. Сколько мы прошли. Ну, здесь мелко, конечно, здесь хорошо промерзла вода. Ну, а туда дальше уже, конечно, идти более-менее опасно. Тем не менее, но все равно замерзшее такое. Ну и, друзья, хотели в начале своего видео несколько новостей из Мариуполя сказать. Первая новость – это у нас потеплело, это хорошая новость. Уже нет этого щипающего мороза, который пробирает аж до костей. У нас сейчас -3, и обещают на следующей неделе уже потепление, где-то там 0, +2, +3 градуса. Следующая новость. У нас электричество возобновилось благодаря нашим специалистам, энергетикам. Они большие молодцы, патриоты своей работы. У нас уже и просадки напряжения нет, по крайней мере, на этой неделе ничего не было. Все было отлично, свет не выключался, все отлично, молодцы. Вторая новость. Как вы знаете, у нас прокладывался водовод из Павлопольского водохранилища на обмелевшее водохранилище Старокрымское. Длина его 17 километров, его уже проложили, уже он работает, уже воду запустили, уже проходит эта перекачка воды, переброска воды. Но, как вчера были новости, естественно, все эти новости мы также публикуем и в телеграм-каналах своих. Ссылки все в описании под видео, а также есть ссылочка в описании под видео, это на наш YouTube канал, второй канал. Что вчера сказали нам по новостям.
Как вы знаете, что у нас в Мариуполе существует график подачи воды. Воду нам подают через день. Официальный график с 17 часов до 21 часа. Ну, по себе скажу, вот, по крайней мере, в нашем районе вода у нас есть практически с утра и до вечера, да, через день. И нам обещали после того, как пойдет переброска воды в обмелевшее водохранилище, там рассмотреть график обещали, ну, в сторону улучшения. Но вчера объяснили по новостям, что пересмотра графика в ближайшее время не будет. Пока что вода будет подаваться вот так вот через день. Пока Дима пошел прогуляться по этим ледышкам, я хочу вам сказать вторую новость. Это хорошая новость. Минстрой ДНР для мариупольского электротранспорта утвердил проекты реконструкции линейных объектов, а именно проспекта Ильича, улицы Заозерной, улицы Мамина Сибиряка и проспекта 1 Мая от улицы Таганрогской. То есть будут ремонтировать трамвайные пути. И это означает, что трамваи вернутся на улицу Мамина Сибиряка вплоть до трамвайного депо «Энергоучасток». А в перспективе, возможно, даже до улицы Лозо и улицы Пашковского. Это на левом берегу. То есть наши трамвайчики будут ходить на левый берег. Дима, ну как тебе там? Залазь. Конечно, никого не было, вот следы уже есть. Да? Да, уже люди заходили. А Ну, там это дальше еще вон снежно песок. прям. О. Видишь, он песка еще Вот у меня сколько. проваливаются ноги прям в снег. Ну, снега много. Классно, как классно. Но льда тоже немало, я тебе скажу. Друзья, вышли мы уже от ледышек, от этих уже пришли на берег, именно на песок. И смотрим, что пришла вот семья, мама с сыном, с коньками, а сейчас будут кататься на коньках. Ну, а мы с вами едем дальше гулять по нашему заснеженному Мариуполю. Ну, друзья, конечно же, куда мы можем дальше проехать? Это подняться немножко выше на Комсомольский бульвар и в наш новый парк «Патриот». Здесь уже все сделано. Мы вам уже, конечно, показывали этот парк, но так как здесь прошли небольшие изменения, ну, не большие все-таки, наверное, изменения, и мы просто хотим обновить свое впечатление о парке. Здесь уже, как я видела, фотографии установлены топиарные фигуры. Я вам когда-то рассказывала о них. Это такие зеленые красивые бегемоты. Потом здесь есть павлин. И, по-моему, еще одна фигура, то ли слоник. Называется «Приди в парк Патриот и найди фигуру топиарную». Вот и мы сейчас с вами немножко прогуляемся и посмотрим, где они установлены. И я смотрю, что сюда приходят люди. Сейчас вот как раз так заснежено немножко. Вот кто-то на саночках приходит, кто-то, я вот видела там ватрушки эти. Для нас это такое новое название. Мы в основном в детстве в своем катались на санках. И люди даже сидят на качелях. Здесь у нас такая смотровая площадка на наше ледяное сейчас море, которое только что мы вам показывали. Ну что, Дим, будем искать фигуры из обновлений? Уже вижу, что расставлены все лавочки, очень много лавочек по парку, а также по левой стороне от меня установлены качели. Раньше мы, когда вам показывали, они были только вот с правой стороны, а сейчас уже по двум сторонам. Ну, это так, как смотровая такая площадка, очень высоко, и можно хорошо разглядеть наше морешко. И я скажу, что сегодня довольно прилично людей пришло сюда. В основном все с санками, чтобы покататься. Здесь такие, как возвышенности есть и спуски. И вот внизу вот детская сама площадка. Я смотрю, там много детворы катается на санках, так как горочки такие. Ну, конечно же, интересно. Друзья, но впереди наше замерзшее море, которое мы только что вам показывали. Пошли вниз. Просто очень много снега на ступенечках, и так вот по-быстренькому надо спускаться, потому что вот там вот наверху они вообще такие сильно заснеженные, и я уже за Димку держусь, чуть ли не скатились. Не, ну, вот так вот быстро надо. Давай, Дима, теперь ты. Пришли мы уже к этому спуску, где детвора сейчас катается на этих ватрушках. Тут столько криков детских, и на санках катаются. Класс вообще, тут так все это
Замерзшая такая эта горочка. Круто, да, покататься. Дима, ты хотел бы окунуться в детство покататься? Я бы Да. сейчас с удовольствием. Здесь на детской площадке также много установлено лавочек, но, видимо, еще что-то не доделано, потому что впереди какие-то металлические конструкции лежат. Может быть, будет как в виде навесов, может быть, опять же таки, будут как качели такие, как вот там вот наверху, на смотровой площадке. Ну хорошо, практически уже работы здесь закончены, но и все-таки мы еще не нашли с вами эти зеленые красивые фигуры. Друзья, нашли мы эти фигуры. Как когда-то я вам говорила, что это зона релакса, но тут реально зона релакса. Здесь такие, как шезлонги поставлены, чисто такой отдых. Летний период это будет загар. И вот они, наши зеленые фигурки, павлин. Все уже фотографируются, приходят возле павлинчика. Красивый. Еще клюв такой мы сделали металлический. Да, клюв металлический. А и перья, да, или Да, что да, это? да, да. Такой хохолок тоже металлический. Ну, красиво. Впереди я вижу семейство бегемотов. Ты посмотри, тут даже лежанки есть. Да, я же говорю, здесь такие как шезлонги, чисто здесь просто такая открытая территория. Вот когда будут такие солнечные дни, здесь пришел и загораешь. Вокруг тебя тут такие бегемоты. Одни практически головы. Здесь как болото, или в чем они водятся? В болотах или в реках, или в озерах? Вообще-то в болотах, да. Болото? Здесь болото, да, у тебя. И ты лежишь такой, загораешь, а сзади тебя бегемота. Прикольная такая задумка интересная. Надо тогда сделать какую-то болотистую местность здесь, какую-то травку, кувшинки. Или как-то наверное. так. Да. Прикольно будет. Еще одна фигурка, до которой мы дошли. Это третья фигура. Это фигура вот такого вот зеленого слоника. Ой, заснеженный такой слоник, глянь. Столько снега. Он с бивнями. Ай, глянь, снег на себя, аж холодно прям. Не, красиво, очень красиво смотрится. Я надеюсь, здесь летом, особенно когда будет травка, я думаю, здесь будет очень красивое место. Друзья, мы даже не додумались, что здесь вот такая вот прикольная фотозона с этими бегемотами. Вот так вот между этих клыков можно лечь и сфотографироваться. А еще в тени деревьев здесь есть вот такая вот зона, установлены вот эти вот металлические конструкции. Насколько мы предполагаем, что это будут качели, такие же, как вот наверху на смотровой площадке. А еще здесь, катаясь на качелях, которые будут предполагаемы, здесь открывается вид на лагерь, военно-патриотический лагерь «Воин». Ранее это был детский пионерский лагерь «Орленок». Здесь довольно-таки приличная территория, корпуса уже выстраиваются. Дальше, друзья, мы перебрались с Димой на Ленинградский. И хотим пройтись вот здесь вот по району. За моей спиной это проспект Ленинградский. Здесь дома, которые находятся по проспекту Победы. Мы здесь очень давно не были. По-моему, последний раз мы здесь были в 22-м или 23-м году. Я в смысле то, что не показывали вам. Вот это вот дом номер 119. Он очень долго стоял в состоянии разбитом, спаленном, ужасном. На сегодняшний день здесь идут работы. Ремонтные работы. Эти работы ждали очень долго. Я думаю, эта информация будет полезна тем людям, которые проживают сейчас вдалеке от Мариуполя, и им интересна информация о своих домах, о своих квартирах. Некоторые пишут нам, что проживают где-то в других городах России и ждут, пока восстановится их дом, восстановится их квартира. Вот немножко сегодня в этом видео мы с вами пройдемся здесь по райончику и посмотрим, какие тут изменения. Да, состояние дома, конечно, ужасное, друзья. Я думаю, слышно работу строительной техники, и видно рабочих, которые сейчас работают на этом доме. Наверное, все-таки есть уже финансирование, что начались активные работы. И рядышком, буквально вот напротив, впереди меня, уже отремонтированный такой красивый и яркий детский сад. Номер детского садика 152. Очень красивая зона для детей.
детей. Ну вот когда группы детей выводят, сделали такие яркие места, такие павильоны для деток, когда выводят группы на улицы, и яркие качели. Вообще вот все детские сады, все вот детские дошкольные учреждения и школьные учреждения все делают в таких ярких цветах. Буквально вот рядышком возле этого 119-го дома также возобновлены работы на доме по проспекту Победы 123. Я надеюсь, на камеру видно. Вот на самом верху рабочие работают, установлен кран. Да, тут сносили несколько этажей, получается. И сейчас, как я назову это, наращивают эти этажи. Так что работы ведутся. Ну что, дальше идем, гуляем по этому району. Сегодня у нас такая прогулка с вами по левому берегу, потому что очень многие и пишут, и даже вот когда встречают нас в городе, всегда говорят, что вы левому берегу очень мало внимания уделяете. Ну вот сегодня мы с вами гуляем непосредственно по левому берегу. Дальше проходим мы с Димой возле дома проспект Победы 125. Насколько видно, что здесь работы тоже возобновлены, и строительные материалы сзади меня, и вот люлька даже строительная висит. Ну, видно, что делают фасад здания. И дальше мы уже проходим тоже, это проспект Победы, 133, 131, 129. Насколько я понимаю, здесь благоустраивали территорию, ну, или идет благоустройство территории. Понятно, что сейчас мороз, и пока что работы немножко приостановлены. Но впереди вижу, что ли, детская площадка, на которой устанавливают горку. Да, идет монтаж детской горки. Установлены, видно, лавочки новые. Здесь асфальт уже проложен, такие тротуарчики сделаны. И да, вот идет монтаж детской горки. Дом этот, фасад этого здания тоже уже отремонтирован. Боже, в такой мороз тут идешь, руки мерзнут, нос мерзнет. Ну, а работы идут. Друзья, дальше мы прогуливаемся по вот этому вот микрорайончику. Здесь уже дома и Азовстальская улица. Вот как, например, у меня за спиной Азовстальская 164. Они здесь как-то рядышком все стоят. И последние дома проспекта Победы тоже. И я же говорю, мы уже здесь давно не были, сами вот именно в глубинке этого микрорайона. Здесь такие масштабные строительства идут. Просто какой-то кошмар. Здесь висит паспорт объекта с указанием номера и адреса этого дома, Азовстальская 164, здесь просто пристраивают новые подъезды. Рабочий процесс в самом разгаре, как идет установка самих простенков. Работают краны, работают рабочие. Также и заливка бетона. Я думаю, видно тоже, как рабочие работают. Ну, здесь просто грандиозные работы. Вот как раз сейчас мы с вами наблюдаем заливку бетона. Насколько понимаю, что это делают стяжку пола. То, слава богу, работы здесь возобновились, работы грандиозные. И не только здесь, друзья. И вот буквально впереди меня это тоже дома Азовстальская, 168 и 170. Здесь уже практически все сделано, но вот этот вот крайний подъезд, ну, я думаю, это видно, что он пристроенный. Тоже все огорожено, вся территория. Я же говорю, здесь и Азовстальская, и проспект Победы. Вот эти два дома Азовстальские, впереди один. Это дом уже проспект Победы. Азовстальская, ну и или переименованная у нас уже эта улица в проспект Тульский. Уже на некоторых домах новые таблички висят. Вот подойдя ближе сюда и посмотреть на этот дом, здесь полностью новый монолит. Насколько понимаем, здесь два подъезда полностью абсолютно новые. Те квартиры, которые остались, ну, получается, пролеты, здесь сейчас даже живут люди, потому что я в некоторых окнах вижу свет. Работы, конечно, просто колоссальные проходят. Ну, как видно, друзья, рабочий процесс здесь в самом разгаре. Сегодня суббота, сегодня полноценный рабочий день. И дай бог, чтобы эти работы быстрее завершились. И люди, наконец-то, которые очень ждут заселения в свои квартиры, заселились бы побыстрее.
в свои долгожданные квартиры. И здесь воцарила мирная жизнь. А людей здесь на районе все больше и больше появляется, и все больше открывается и магазинов, и каких-то социальных объектов. Например, вот как впереди меня открыто новое отделение энергосбыта. Такое все в красивом сине-голубом цвете. Удобно, и рядом с домом находится отделение по обслуживанию клиентов. Ну а мы идем дальше. Еще хотим показать вам один объект, который восстановили здесь у нас на левом берегу. И это, конечно же, детский садик, который у меня за спиной в продолжении ярких дошкольных учреждений. Это детский сад номер 142 под названием «Умка». Тоже в таких красивых и ярких цветах. Он работает. Детки здесь ходят сюда, ходят. Здесь тоже такие яркие, красивые зоны со своими павильонами, со своими качелями для детей. Очень красиво делают, как вот и впереди, Дим, посмотри, сколько новых павильонов для детворы, сколько им здесь развлечения. Это уже считается улица Олимпийская. Здесь на Олимпийской улице есть несколько объектов, которые мы тоже хотели вам показать. Давайте пройдем немножко ближе. И следующий объект – это еще один жилой дом. Только это уже улица Олимпийская. Это номер дома 79. Здесь также идут работы по возведению подъезда. Не одного, а двух подъездов. Долго очень не работали на этом объекте. Ну, насколько видно уже, что конструктив практически готов. Сейчас уже стены вот возводят из блоков. И впереди меня еще один дом по улице Олимпийская. Это дом 77. Тоже очень сложный объект. Подходим мы уже к этому дому. Олимпийская 77. Как я сказала, что это очень сложная работа здесь проходит, потому что здесь снесено два подъезда, второй и третий подъезд, а в первом и в четвертом подъезде живут люди. И живут 100%, потому что у меня знакомая, бывшая коллега по работе, она как раз живет вот непосредственно в этом доме. Здесь есть все коммуникации в этих двух подъездах, а вот эти вот два, третий и второй подъезд, его полностью возводят с нуля, с самого фундамента. В Мариуполе уже очень много домов восстановлено, фасады домов восстановлены, конструктивы зданий восстановлены. Но, как видим по сегодняшнему сюжету, что есть еще дома, которые нуждаются в ремонте, в восстановительно-ремонтных работах, как вот, например, по этому микрорайону, где мы сегодня с вами прошлись. Друзья, на этом мы будем прощаться с вами, заканчивать это видео. Всем удачи, пока и до новых встреч в следующих роликах.